Здравствуйте, друзья! Антигравитацию скрывают от людей. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Виктор Степанович Гребенников – энтузиаст-энтомолог, его сфера интересов – насекомые. Но однажды он сделал неожиданное открытие, о котором достаточно подробно и честно рассказал в книге «Мой мир», изданной в Новосибирске тиражом всего в 1000 экземпляров. Удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда ученый разглядывал в микроскоп хитиновые покровы майского жука. Его поразил узор на внутренней стороне крыла. Это была упорядоченная, словно штампованная композиция, напоминающая соты пчел. Понять, для чего природе надо было создавать столь изысканную структуру, было бы трудно, если бы не случайность. Исследователь без всякой цели положил на одну пластину точно такую же с необыкновенными ячейками. И тут произошло странное. Деталька вырвалась из пинцета, повисла в воздухе на пару секунд, после этого плавно упала на стол. Пластины явно взаимодействовали. Виктор Степанович повторил опыт. Одна пластина парила над другой. После этого ученый скрепил проволочкой несколько крыльев, получив хитиноблок. И тут уже не только легкие предметы, но даже канцелярская кнопка легко зависала над блоком. А в какой-то момент она даже начисто исчезла из вида, словно уйдя в другое измерение. Гребенников понял, что случайно натолкнулся на нечто другое. Он открыл явление антигравитации. Позже ученый назвал свое открытие эффектом полостных структур. Гребенников внимательнейше исследовал под микроскопом структуру подложки крыла и сумел повторить ее на опытной модели. 2 года потребовалось ему, чтобы из своего мольберта художника и прикрепленной к нему стойки с управлением секторами перекрытия полостных структур сделать компактную летающую платформу на одного человека. Свой первый полет Гребенников совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года с улицы Вахснил, городка, сельхозакадемии под Новосибирском, где он жил. Вот как он описывает первый полет. Поднимался прямо с улицы, полагая, что во 2 часу ночи все спят, и меня никто не видит. Подъем начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз, и я был в метрах в 100 над землей, почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал, и зря, так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью и неумолимо потащила в сторону города. Он пересек зону 9-этажек, пролетел заснеженное поле, шоссе Новосибирск-Академгородок и устремился к громаде спящего города. Его несло к заводским трубам, густо дымившим в ночи. С величайшим трудом я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панелей, пишет Виктор Степанович. Горизонтальное движение стало замедляться. Лишь с 4-го раза его удалось погасить и зависнуть над Затулинкой, Кировским районом города. С облегчением убедившись, что злая сила исчезла, я заскользил обратно. Но не в сторону Вахснил городка, а правее, к Толмачеву. Запутать след на тот случай, если кто-то меня заметил. На следующий день новости, сообщения по телевидению и в газетах были для испытателя более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой», «Снова пришельцы» явно говорили о том, что его полет засекли. Одни воспринимали феномен как светящиеся шары или диски, другие утверждали, что летела настоящая тарелка с иллюминаторами и лучами. С тех пор изобретатель стал совершенствовать свой аппарат, предпринимая подчас весьма далекие до 400 километров путешествия в места природных заказников, где он продолжал исследовать насекомых. Как правило, полеты происходили в летнее время. Геннадий Моисеевич Заднепровский рассказал об этом, демонстрируя на экране снимки и самого Гребенникова, и его странного аппарата, и фото со взлетом платформы. Признаться, даже нам, уфологам, привыкшим к самым разным ситуациям и неожиданностям, трудно было осознать реальность такого открытия. Вот как описывает свои полеты сам Гребенников. Знойный летний день. Дали утопают в голубовато-сиреневом мареве. Я лечу метрах в 300 над землей, взяв за ориентир дальнее озеро, светлое вытянутое пятнышко в туманном мареве. Меж полей и перелесков вьются тропинки, они сбегаются к грунтовым дорогам, а те, в свою очередь, тянутся туда, к автотрассе. Сейчас я в тени облака.
Увеличиваю скорость, мне это очень легко сделать, и вылетаю из тени. Меня держат в воздухе невосходящие потоки, у меня нет крыльев. В полете я опираюсь ногами на плоскую прямоугольную платформочку, чуть больше крышки стула, со стойкой и двумя рукоятками, за которые я держусь и с помощью которых управляю аппаратом. Фантастика? Да как сказать. Меня снизу не видно, даже при очень низком полете я большей частью совсем не отбрасываю тени. Но все-таки, как я после узнал, люди изредка кое-что видят на этом месте небосвода. Либо светлый шар или диск, либо подобие вертикального или косого облачка с резкими краями, движущегося по их свидетельствам как-то не по-облачному. Большей же частью люди ничего не видят. И я пока этим доволен, мало ли чего. Тем более, что пока не установил, от чего зависит видимость-невидимость, и поэтому, сознаюсь, старательно избегаю в этом состоянии встречаться с людьми, для чего далеко-далеко облетаю города и поселки, а дороги до тропинки пересекаю на большой скорости, лишь убедившись, что на них никого нет. Увы, природа сразу поставила мне свои жесткие ограничения. Смотреть-то смотри, а фотографировать нельзя. Так и тут. Не закрывался затвор, а взятые с собой пленки, одна кассета в аппарате, другая в кармане, оказались сплошь и жестко засвеченными. При этом почти все время обе руки заняты, лишь одну можно на 2-3 секунды освободить. Хочется цитировать Гребенникова еще и еще, но любой, кто знаком с интернетом, вполне может прочитать подробности и комментарии, увидеть фотографии устройства на ряде сайтов. Кстати, была посчитана средняя скорость полета на платформе – до 1200 км в час, как у реактивного самолета. И при этом никаких неприятных ощущений. Фантастика. Судьба открытия Гребенникова незавидна. В Новосибирске активно действовал так называемый комитет по борьбе с лженаукой, и ученого сразу и безоговорочно зачислили в шарлатаны. Тем паче, что естествоиспытатель имел образование лишь в объеме десятилетки. Когда надо было учиться, он сидел в сталинских лагерях, как сын врагов народа. А весной 2001 года из-за перенесенного инсульта ученого не стало. Сейчас многие энтузиасты по его записям пробуют восстановить антигравитационную платформу Гребенникова. Такое наименование получил его аппарат. Вот такую информацию я нашел на просторах интернета, а верить в нее или нет решать вам. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.